здоровью. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Я являюсь президентом компанії Тибетська формула. Давайте купувати краще українське, чим будемо купувати закордонне. Поэтому давайте будемо дивитися на БАДи, які ми виготовляємо на своєму підприємстві, і будемо рухатися в сторону підтримки України та українського производителя. Ну что, давайте начнем. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Сегодня интересная тема. Мне бы хотелось поговорить о ГЭРБ, гастроэнтериальном рефлюксе или рефлюксном заболевании или болезни. Хотелось бы сегодня рассказать о традиционных и нетрадиционных тенденциях, которые есть в данном заболевании. Но в начале данного вебинара я постараюсь, как всегда, ответить на ваши вопросы. Сейчас я посмотрю, вообще меня слышно. Я являюсь президентом. Все хорошо. Итак. Обычно я всегда говорю такие слова, что в наше время несложно прийти к врачу, несложно найти доктора. Но настолько тяжелым становится иногда возможность найти врача бесплатно, назначить правильные препараты. Вот буквально сегодня общаюсь с одним человеком, его Антон зовут, он из Винницы. Он обратился ко мне 3 месяца назад, и обратился он из-за того, что у него было сотрясение мозга. То есть они там чем-то занимались, и в ходе езды на автомобиле или еще на чем-то попал в аварию, он получил травму, получил травму лицевой части, лобной части, и при этом у него произошло появление сразу в 7 позвонках грыж шморы. И вот его история. Мне не помогает, все время кружится голова, меня все время тошнит. Андрей Андреевич, пошел он к неврологу, невролог дал ему сделал фиксирующую повязку, которую необходимо было ему носить на протяжении каждого дня. Месяца он относил фиксирующую повязку. Пропил противовоспалительные, принимал, вернее, противовоспалительные, миорелаксанты и там целый ряд препаратов неврологические, которые назначил ему один доктор. Один доктор не помог. Перешли к другому, к платному. Сделали 2 раза МРТ. Определили, что за заболевание. Тот назначил ему другую повязку, какие-то физиопроцедуры. И вот он говорит, 2 месяца уже прошло, и мне не лучше. Меня тошнит, у меня шея не поворачивается, у меня рука немеет, мне плохо. Андрей Андреевич, что делать? И я говорю ему, послушайте, вам необходимо начать делать массаж. Он говорит, врачи сказали, что массаж категорически нельзя. Я ему говорю, послушайте, вам не нужен массаж мануальный, вам просто необходим мягкий массаж, чтобы кто-то вас там погладил и мягко помассажировал. Помог ему найти массажиста, Романа. Этот Роман массажист на протяжении первых 2 недель начал массажировать, у него перестала кружиться голова, он начал лучше себя чувствовать. И вот спустя 3 месяца сейчас у него ничего не болит. И он говорит, ну надо же, лечился я лечился, а помог мне массаж. К чему я это все говорю? Дело в том, что наша медицина, она, несомненно, на 100% спасает людей. Несомненно, в случае, если человеку угрожает опасности, он болеет очень тяжелым заболеванием, произошли уже, допустим, неизменные какие-то видоизменения, допустим, там почечная недостаточность привела к тому, что появился там, ну что там может появиться фиброз, некроз, сепсис и так далее, то спасать необходимо традиционной медициной. Но в случае, если человек терпеливо еще, допустим, у человека хроническое заболевание, там, изжога. Ну, изжога не заболевание, это симптом заболевания рефлюкс.
И у человека хронически это происходит. То есть он поест, его вздувает, потом его тошнит, после этого у него изжога, после этого у него там может быть диарея или наоборот запоры, или тенденция к тому, чтобы там по 2 дня не было стула. Ну и человек обычно не обращает особо внимания, а потом начинается поиск лечения. Обычно лечение происходит следующим образом. Человек приходит в гастроэнтерологию, и у врача есть несколько принципов исследования его там, пищевода и желудка, ну и желудочно-кишечного тракта. Ну и на что обращают внимание? Ну и какие это исследования? Их там может быть огромное количество, в принципе, как и симптомов самого заболевания и вообще разновидностей заболевания. И в целом это происходит так. Происходит исследование гастродуоденальное при помощи зонда, происходит МРТ, происходит рентгеновское исследование. Человек, ну и это все в комплексе, по идее, происходит бактериологическое исследование на наличие энтероколии, заболевания такого. После чего ставится какой-нибудь из диагнозов, назначают препараты. И здесь самое интересное. А вы знаете, что 80% людей, которые болеют гастроэнтерологическим заболеванием, болеют им хронически. Несмотря на то, очень небольшое количество людей излечиваются от данного заболевания. Очень небольшое количество людей. Есть люди, которые болеют данным заболеванием 20 лет, 30 лет. И это большая перспектива излечения данного заболевания очень часто может быть очень мизерной. В молодом возрасте, если быстро обращают внимание на это заболевание и ставят правильный диагноз и попадают в этот правильный диагноз, то человеку там помогают. А так это может быть хронически, это может быть заболеванием жизни. Человек может болеть данным заболеванием годами. И в этом случае, ну, первое, наверное, в чем причина? Ну, первая причина – это невосприятие, ну, на самом деле восприятие, сейчас объясню, невосприятие данного заболевания в комплексе. Сейчас уже, конечно, есть работы, вот Маслов есть с работой неврологии, гастроэнтерологическое заболевание ГЭРП или там зависимость неврологических заболеваний. И там есть ряд уже исследований, с помощью которых можно более точный диагноз поставить и выбирать какие-то этапы терапии и так далее, клинической. Ну и сейчас уже можно как бы объединять эту систему и говорить, что из-за там, психоэмоционального состояния у человека там, повышается или там снижается секреция и так далее. И это все вот в комплексе делает данное заболевание чрезвычайно сложным. Оно делает его, первое, чрезвычайно сложным, второе, чрезвычайно сложно его лечить, третье, хронически человек начинает болеть, и тут появляется ряд нюансов. Один из таких нюансов, наверное, самых ярких или ярко выраженных, а как же жили раньше? Ну как же жили раньше? Ну и ответ такой: раньше жили по-другому. То есть раньше, вот я с врачом разговаривал, и он говорит, раньше так не болели, раньше не было прямо хроническим и данное заболевание. А то, что сейчас происходит, ну это просто бум заболеваний гастроэнтерологических. С чем это связано? Это связано и с тем, что продукты питания стали хуже. Во многом произошли там глобальные генетические модификации продуктов питания. То есть, если раньше картофель, клубень картофеля, который разрезался лопатой, когда был маленьким, родители садили картофель. И я вот с ними на поле, ну, как в принципе и все дети, которые жили в деревне, приезжали и на поле выкапывали данный картофель. Вот когда я нечаянно разрезал картофель там лопатой или еще чем-либо, то, глядя на его срез, видно было такая сплошная масса, то есть и одинаковая текстура. Он был просто там желтенького или там картофельного цвета, ровный такой, однородный.
Сейчас картофель вызывает у меня небольшое удивление, потому что при разрезании картофеля на две части внутри картофеля наблюдается такое деревце, которого там не должно быть. Подобно сосудистой сетке или подобно какому-то стволу, от которого идут отростки в левую и правую сторону. Ну и по идее, я так думаю, что это одна из, наверное, каких-то мутаций, которые произошли с картофелем, и сейчас мы уже принимаем, наверное, мутированные продукты питания, то есть те продукты питания, которые являются или прошли процессы мутации. То есть исходя из чего можно предположить, бездоказательно это, можно предположить, что в ходе мутации картофель становится совершенно другим продуктом. То есть если рассматривать питательную ценность картофеля, вероятно, она такой же и останется. Но если рассматривать аминокомплексы, которые находятся в картофеле, то вместо углеводов и там, крахмала в нашем картофеле, который мы сейчас употребляем, могут найтись белки, которые в дальнейшем превратятся там, в аминокислоты, тоже непонятного происхождения, не до конца понятно, насколько они нужны нашему организму, как он собирается с этим всем, как он собирается это все переваривать. Плюс в момент выращивания продуктов питания генетически модифицированных, кстати, генетически не модифицированных продуктов питания на сегодняшний день не существует. С того времени, как еще кто там, Мичурин начал генетически модифицировать. Вот с того времени обычные яблоки стали разновидностью различных яблок. То есть они превратились в семеренки, в другие какие-то там, в огонек и прочее, прочее. То есть на сегодняшний день можно сказать, что генетическая модификация продуктов питания, которая мы используем или которые мы привыкли принимать, далеко отличаются от продуктов питания, которые, по идее, могли бы четко сказать, что это углеводы, это белки, а это еще какие-то продукты. Так многие люди, скорее всего, заметили, что картофель есть невозможно. Многим перестали нравиться яблоки. У некоторых людей от гречки или от пшеницы или от пшена может появляться изжога, ну и так далее. Плюс на сегодняшний день гербициды, пестициды, стимуляторы роста растений, аммиачные удобрения, там, калийные удобрения, ну и целый ряд специальных компонентов, которыми поливают растения для их интенсивного роста и так далее. Это все в комплексе приводит к тому, что в наш организм постоянно проникают нестандартные минеральные и химические соединения. И еще непонятные для нашего организма соединения аминокислот. Наш организм, он истощается и появляется, я это называю истощение, как бы вот в медицине есть такое понятие. Вот смотрите, почки работают и не могут справиться, появляется почечная недостаточность. Сердце работает, не может справляться со своей деятельностью, появляется сердечная недостаточность, ишемическое заболевание сердца. Желудок, поджелудочная железа не может справляться там с глюкозой, появляется там, растет индекс НОМа и снижается инсулин, отмирает острокером Герганса, появляется недостаточность поджелудочной железы. Щитовидная железа не справляется с иммунитетом, ей не достает йода или аутоиммунные заболевания появляются, и происходит аутоиммунный тиреоидит, допустим, это можно сказать недостаточность щитовидной железы. Обычно любая недостаточность возникает в тот момент, когда происходит переистощение, перегревание, усталость, можно сказать, самого органа. Вот так очень часто, когда мы начинаем принимать продукты питания, генетически модифицированные, отравляя желудок, употребляя алкоголь, курение, не стоит забывать еще и о психическом состоянии, которое у большинства людей нестабильное. Почему же нестабильное? Ну, плохое засыпание по ночам, изменение
естественного ритма проживания в социуме. Это еще что такое? Существует некое понятие циркадных ритмов. То есть это заложенный комплекс отдыха и бодрствования, который должен появляться у человека для того, чтобы возникал, в дальнейшем формировались гормоны головного мозга, то есть допамин, серотонин. А в момент того, когда человек начинает ложиться спать, у него должны появляться там прекурсоры допамина, там, мелатонин и так далее. То есть таким образом человек, а это возможно в случае, если человек ложится спать там в 22 часа, когда потемнело, причем не на полный желудок, причем если он смотрит в телефон, то там не должно быть яркого дневного света, и там определенные герцы у этого света должны быть. Обычно мы это все нарушаем, спать ложимся поздно, у нас переживания, мы ложимся в плохом настроении. Плюс еще переживания за близких, за страну, там у кого-то недостаточно интимная жизнь, у кого-то объедание, кто-то принимает алкоголь, у кого-то травмы психические, физические, все находятся в стрессе, в неврозе, в войне. И это все приводит к истощению, прежде всего, желудочно-кишечного тракта. Что же происходит, когда наш желудочно-кишечный тракт истощается? Наша поджелудочная железа, она прекращает заниматься тем, чем должна, выделять желудочно-кишечный сок. Наш желудочно-кишечный сок, это грубо имеет формулу H-хлор, то есть соляная кислота. Она выделяется в тот момент, когда человек кушает. То есть человек кушает, и первое, чем обрабатывается ваша пища, какая бы она ни была, это соляная кислота. Проникая в желудок или выделяясь из поджелудочной железы, она начинает перевариваться. Происходит первый этап химический расщепления. Недостаточность соляной кислоты приводит к тому, что в дальнейшем у человека могут появляться заболевания, которые называются ГЭРБ, гастроэнтериальная рефлюксная болезнь. Так человек, который нас же лечат обычно препаратами, которые должны снижать кислотность, правильно делают. А также вот некоторые ученые говорят, что изжогу можно устранить, используя соду, натрий H, СО3, да, натрий H, СО3, используя соду. И здесь вот такой нюанс. А что же происходит, когда мы выпиваем соду? Сода, которая попадает в наш желудок, она соединяется с H-хлором. И получается у нас следующая формула. Происходит появление натрий хлора, то есть по-другому соли поваренной. Происходит формирование H2O, то есть водички. И происходит выделение водорода H2. И здесь Аша просто, да. И здесь некоторые такие вопросы. Тогда это происходит нейтрализация, тогда почему изжога уходит? Фишка заключается вот в чем, мои дорогие товарищи. Оказывается, в случае, если человек выпивает поваренную соду, то это работает точно так же, как если бы вы выпили обычный лимонный сок. Здесь дилемма такая, Далеко, что, с ума сошел? В чем тут обычный лимонный сок и сода, которую вот мы принимаем, якобы, как сказал какой-то ученый, там якобы о том, что это должно нас ощелачивать. Хочу вам сказать, что сода является солью натрия, двууглекислый натрий называется по-другому, и попадая в наш желудок, она нейтрализует соляную кислоту, но там выделяется или появляется самая обыкновенная поваренная соль. Особенность поваренной соли заключается в том, что попадая в желудочно-кишечный тракт, а конкретно в желудок, соль стимулирует выделение соляной кислоты. Давайте еще раз. Когда вы пьете соду, вы стимулируете выделение соляной кислоты. Тогда зачем пить соду, если можно выпить просто соль?
И если посмотреть мои видео, то есть видео, где я говорю, что недостаточность выделения соляной кислоты может приводить человека к тому, что у него появляется аллергическое заболевание. Недостаточность. И чем это можно стимулировать? Пить либо соду, либо соль. А какая разница? В общем-то, никакой. Но дело в том, что вот эта эндогенная вода и дополнительный водород, который может влиять на эозофильный, на эозонофилы и фагоциты, это может дополнительно улучшить работу иммунной системы самого кишечника. То есть, по идее, сода лучше, чем соль, за счет того, что происходит появление еще и воды и появление еще и водорода. Таким образом, можно улучшить фагоцитоз. Но ради этого пить соду, мне кажется, ну, тоже не лучше тогда иммуностимулирующие препараты какие-либо. И как же или чем же отличается питье соды от питья лимонного сока? Это все одно и то же. Почему? Когда человек принимает соды, то соль, которая там формируется, выделяет соляную кислоту, как и любая другая кислота, которую принимает человек, она тоже стимулирует выделение, как ни странно, обычной соляной кислоты. Дело в том, что соляная кислота при попадании кислоты будет выделяться в таком количестве, достаточном для того, чтобы максимально привести ваш желудочно-кишечный тракт, грубо как термопара, знаете, привести к тому, чтобы ваше pH было, сколько там, 7,5, да, сколько там pH нашего желудка. Так, так, топография, эпителий. По поводу бикарбоната натрия, сейчас не об этом, ладно, или карбоната, об этом сейчас не будем говорить, но хотелось бы тоже когда-нибудь об этом сказать. Не помню я, в общем. Семь и четыре. В общем, неважно. И вот что, о чем или к чему я вас хочу подвести. Вы, допустим, тот человек, который болеет постоянно заболеваниями изжога. И вам назначают там антацидные препараты, там кальций содержащие препараты. Не торопитесь. Если у вас изжога, то вы можете выпить соли, соды и лимонный сок. Или то, или то, или то. И первое, и второе, и третье будет ваш желудочно-кишечный тракт заставлять работать, выделять еще больше соляной кислоты. Ну и здесь несколько слов о том, что я вам хочу сегодня показать. Существует препарат, называется он бетаин. Вот я его держу в руках, называется бетаин. Он бывает бетаиногидрохлорид и бывает просто бетаин. Вот это у меня бетаин, это тримильная производная глицина, триметилглицин или триметиламиноуксусная кислота, внутренняя соль. Вырабатывается она из нашу мы делаем не химическим, вернее, мы делаем ее не синтетическим способом, как бетаин-гидрохлорид, а мы делаем его натуральным, создавая его или производя его из свеклы. Бетаиногидрохлорид – это химическое соединение, которое помогает поддерживать пищеварение в желудке, выступая в качестве дополнительного источника кислоты, также известный как желудочная кислота. И здесь вот целая история. Бетаин раньше включался в отпусках без рецепта.
Бетаин доставляет соляную кислоту, но сам по себе не изменяет кислотность желудка. Используется для лечения аномального низкого уровня калия, гипокалиемия, сенной лихорадки, усталой крови, анемии, астмы, затвердевания артерий атеросклероза, дрожжевых инфекций, диареи, пищевой аллергии, камней в желчном пузыре, внутренних органов, ушных инфекций, ревматоидном артрите, заболеваниях щитовидной железы. Он также используется для защиты печени. Бетаин кристаллически, об этом нет, встречается или производится в сахарной свекле в других растениях. Бетаин действует как трансметилирующий промежуток, продукт метаболизма, является продуктом от окисления холина. Поэтому при алкоголизме, как в процессе, как это называется, в процессе второго дня, когда делирий начинается, отходники от алкоголя, вот хорошо принимать бетаин. Кстати, если перед тем, как вы, после того, когда вы выпили, выпьете бетаин, там, 5 таблеток или 6 таблеток, и ляжете спать, то утром похмелья у вас не будет. В качестве лекарственного средства бетаин используется в виде как бы соляной кислоты при лечении гипохлоргидрии. Это очень частое заболевание. Используется для лечения заболеваний печени, гиперкалемии, гомоцистеинурии, желудочно-кишечных расстройствах. Является витаминоподобным веществом, которое является источником, провоцирующим выделение соляной кислоты и способствует выработке желудочной кислоты. Желудочная кислота защищает желудочно-кишечный тракт от вредных бактерий, энтероколи. Достаточен для уничтожения бактерий, но некоторые люди вырабатывают недостаточное количество в желудке, состояние которое может привести к бактериальным и очень часто паразитарным инфекциям кишечника. Одно исследование показало, что у голодных людей с нормальным уровнем желудочной кислоты в желудке почти не было бактерий в малом кишечнике, в то время как у людей с низким уровнем соляной кислоты наблюдалась бактериальная колонизация в желудке. Поэтому некоторые практикующие врачи рекомендуют бетаин для поддержания здорового и нормального производства кислоты в желудке, особенно тем, кто страдает такими заболеваниями, и дальше тире, давайте чуть-чуть держаться за стулья, как аллергия и астма. Услышьте меня. Аллергия и астма. И здесь вопрос, каким это боком астма и аллергия? Отвечаю, понижение кислотности ЖКТ, особенно желудка, приводит часто к тому, что у человека появляется астма. А почему это происходит? В большинстве своем это может быть за счет стресса, который возникает у человека. Бетаиногидрохлорид, синтезированная... Дальше. Рекомендуют использовать бетаин для снижения уровня гомоцистеина в крови. Ну, гомоцистеин снижают в крови в случае, если есть сердечные заболевания, допустим, такие как гипертоническая болезнь сердца. Именно поэтому применение бетаина может помочь в комплексе с лечением гипертонического заболевания сердца. Сегодня кто-то там писал, что фокальная аритмия, фокальный артрит. И это может говорить о том, что я сейчас тоже расскажу, о том, что можно дополнительно принимать бетаин. Высокий уровень гомоцистеина в моче, гомоцистеинурии, используется бетаин. Также во время генетических заболеваний. Считается, что бетаин увеличивает кислотность. В прошлом бетаин можно было найти в безрецептурных пищеварительных средствах. Однако в Америке в 80-х годах по санитарному надзору запретили, но у нас в нашей стране разрешено использовать бетаин, поэтому мы его продаем. Дальше. Бетаин является дополнительным источником кислоты подкисляющего соединения, обычно вырабатываемой желудком во время переваривания пищи. Следует принимать людям с пониженным уровнем кислоты в желудке, но сейчас я об этом тоже скажу. Дальше. Функциональное питательное вещество
Ага. Как осмолит. Бетаин увеличивает внутриклеточную задержку воды, следовательно, защищает внутриклеточные ферменты от активации, индуцированной осмотром, то есть отеках. В качестве донора метилобетаиногидрохлорид участвует в метионоциновом цикле, основном в печени, может в дальнейшем использоваться в реакции. Одним словом, если есть высокий уровень гликолиза гемоглобина, можно его применять, и есть отдельные работы по применению препарата бетаин в ходе лечения заболеваний сахарного диабета второго типа. Теперь становится понятным, почему это происходит и так далее. Бетаин помогает расщеплять жиры, белки и сложные питательные вещества во время пищеварения, устраняет улучшает усвоение питательных веществ нашим организмом. Основная роль – поддержать необходимый уровень кислот в желудке и так далее. Одним словом, и дальше очень огромная статья. Здесь говорится о том, что и для почек, и при рефлюксе, и при пониженной кислотности, при сахарном диабете и так далее, при проблемах с кишечником и так далее. О том, как помогает пищеварению и дальше рекомендации, кому необходимо принимать данный препарат и при каких заболеваниях. Анемия, астма, диарея, пищевая аллергия, желчные камни, сенная лихорадка, затвердение артерий, атеросклероз, инфекции внутреннего уха – очень частое явление. Низкое содержание калия – очень частое явление. Защита печени, ревматоидный артрит, нарушение щитовидной железы, дрожжевая инфекция, другие преимущества, другие условия и так далее. Содействует здоровому pH желудка, повышает всасывание белков витамином, уменьшает симптомы гастроэзофагиальной рефлюксной болезни ГЭРБ, уменьшает симптомы пищевой аллергии, уменьшает симптомы камней в желчном пузыре, поддержку здоровья сердца, укрепляет суставы, уменьшает симптомы ревматоидного артрита, улучшает симптомы астмы, защищает печень, борется с дрожжевыми инфекциями, увеличивает переваривание жиров, особенно после холецистектомии, это когда желчный пузырь отрезают и так далее. И бетаин можно использовать как липотропное средство. Липотропы помогают предотвратить накопление жиров в печени, обычно помогает детоксикации метаболических отходов и токсинов. Также можно использовать для похудания. Бетаин используется в качестве источника, при котором в желудке находится аномально низкое количество соляной кислоты. Использовался в препаратах при лечении заболеваний печени, ну там гомоцистеине и так далее, ну и так далее. И какие на сегодняшний день есть препараты, которые предлагаются нашей традиционной медицине, включающие в себя бетаина, гидрохлорид. Это плючин, ацинорм, аципипсол, ацидин, активентраль форте, лициногидрохлорид, ацидогено, ахилин, ацидол, бетаин, H-хлор, цистадан, асидин, ацидол, пепсин, карбамексиметил, триметиламонный хлорид, глицин, бета-гидрохлорид. Это препараты, которые являются аналогами препарата бетаин, а также бетаин нашей компании, который называется бетаин, тибетская формула. В данной баночке находится 90 капсул. Как принимать? Я рекомендую принимать 3 таблетки перед приемом пищи и 5 таблеток перед сном. Принимать рекомендую препарат на протяжении 1 месяца. Какие заметные сразу же будут проявляться результаты? Первый заметный результат – это исчезает вздутие кишечника, в ночное время исчезает храп, как я и говорил, что храп является синдромом заболеваний гастроэнтерологического рефлюкса ГЭРБ. Но очень часто совместно с самим заболеванием у нас все же есть проблемы, которые связаны. Можно ли его применять вместе с содой? Да. А можно с кислотой? Да. Есть с тем и с тем? Да. А если сода горячая? А какая разница от того, что сода в горячей воде или в холодной? Химически это никак не влияет на саму соль. То есть она растворяется в воде быстрее в теплой, чем в холодной. Может ли она каким-либо образом нейтрализоваться? Ну, гипотетически
может измениться немного кислотный состав самой воды. Но тоже это гипотетически нужно исследовать. Вот так, ну, на самом деле я не скажу. И почему это происходит? Ну, может быть, из-за высвобождения, может быть, там, водорода, не знаю. Далее. Лизоцим. Лизоцим. Лизоцим является естественным пробиотиком, антибиотиком. Сейчас мы переходим в такое время, когда практически весь мир вновь начинает болеть, и даже больше, чем ранее, вирусными заболеваниями. И я думаю, что в этом году, в котором мы проживаем, количество вирусных заболеваний и их активность будет во много раз больше, чем в прошлом году. Может быть, таких атипичных, там, атипичных пневмоний, может, каких-то очень ярких заболеваний, хотя ими будут 100% тоже болеть люди. Это и синдром, это и ковид, и другие виды респираторных острых вирусных заболеваний. То есть наверняка этим всем люди будут болеть, включая непонятные сейчас ангины разных форм, непонятные вирусные инфекции, грипп и так далее. Избавиться и преодолеть или все то что-то сделать невозможно, поэтому прям вот говорю, используйте, вернее, обязательная гигиена, то есть помните о гигиене, ставьте это на первое место, мойте руки, обязательно старайтесь по возможности носить маску в местах скопления большого количества людей, хотя бы первое время, вот сейчас. Сейчас до 1-10 декабря будет всплеск острых вирусных заболеваний. Сейчас очень много болеют, прямо это связано с тем, что ухудшился состав воды, ухудшилось в итоге питание, большое количество стрессов, истощение витамина, неврологические болезни или заболевания и так далее. Это холодовая аллергия, холод и прочее, прочее. Это все приводит к тому, что иммунитет снижается. И сразу же хотелось бы сказать, что есть великолепный препарат у нас, он называется лизоцим концентрат, 60 таблеток. Это фактически естественный антибиотик, естественный пробиотик. Лизоцим находится у человека и вырабатывается естественным путем, слюнными железами и железами, но вырабатывается в минимальном количестве. Также есть исследования, которые говорят о том, что лизоцим вырабатывается нашими стенками, слизистой оболочкой кишечника, тонкой кишки, двенадцатиперстной кишки. Но очень часто лизоцим не справляется с тем, чтобы поддерживать стабильную бактериологическую защиту. Используйте лизоцим для кишечника, вот в этих таблетках. Если вы заболели, используйте лизоцим по одной таблетке 3 раза в день для профилактики заболеваний энтера и острых респираторных ОРЗ, а также используйте таблетки, которые называются лизам. Лизам допоможе горлу вам. То есть используйте вот эти рассасывательные таблетки, попадают они в носоглотку, попадают в слизистую оболочку носоглотки и используйте совместно с данным препаратом. Итак, по моему мнению, если человек принимает препарат бетаин и совмещает его с применением лизоцима, то это одно из средств, которое может существенно улучшить ваше состояние желудочно-кишечного тракта. Вот к этому я вас вел. Теперь ответы на вопросы. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Низкий поклон за человеколюбие. Спасибо. Андрей Андреевич, можно спросить, пожелать мне удачи? Ну, пожелай, давайте, да. Устройтесь на работу, пусть уже наконец-то у вас это будет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В другой стране не могу найти себя. Потерял. А о чем вы пишете, зайчики мои? Итак, здравствуйте, Андрей Андреевич. Диагноз дочки ювенильный идиопатический артрит. Полгода на метотрексате, нитки носит, габаной мажем. Чем можно еще помочь? Прежде всего, по моему мнению, ювенильный идиопатический артрит –
это высокое количество С-реактивного белка. По моему мнению, данное заболевание, ну, метотрексат, конечно, поможет, но слишком долго вы лечитесь метотрексатом. По идее, уже должно было бы помочь. Все-таки это химиотерапия. Можно ли чем-то помочь? Я считаю, что до того момента, пока не начнете обращать внимание, но на носоглотку ребенку помочь нельзя будет. Именно поэтому я часто говорю, что обращайте внимание на носоглотку и начните лечить носоглотку. Чем? Два способа. Первое – это использование спрея эмбрионазин. Кстати, великолепный спрей, можно вылечить гайморит. Используйте его 2 раза в день, 3 раза в день, просто орошая носоглотку, левую ноздрю и правую. То есть аэрозоль назально используйте. И второе, закапывайте нос раствором мумиё. Берете 2 болюса мумиё, который продается у меня, растворяете в 6-8 ложках теплой воды, складываете это куда-нибудь, так чтобы темный раствор был, складываете этот раствор в баночку какую-нибудь и пипеткой закапываете 2-3 или более раз, это совершенно безопасно, в нос. Таким образом будет происходить восстановление слизистой оболочки и будет устраняться стафилококк, который очень часто, находясь именно вот в том месте, приводит к появлению вот такого реактивного ювенильного артрита, ювенального. И, конечно же, использование той терапии, которая есть, недостаточно, а можно улучшить саму терапию, используя вот такие назальные спреи. Далее и иммунитет. Вот смотрите, данный препарат, который вы используете сейчас, метотрексат. Метотрексат является препаратом грубо химиотерапии. Метотрексат. Циклический препарат из группы антиметаболитов, антагонистов фолиевой кислоты оказывает выраженное иммуносупрессивное действие, а также относительно низких дозах, не обладающих заметных гематотоксичностью. Я считаю, что данный препарат, он может помочь человеку, ам, ага, взаимодействие. Алкоголь нельзя, антибиотики нельзя. Фосфазолин, ингибиторы протонного насоса нельзя. Салициловую кислоту нельзя. Ага, цитарабин нельзя. Ципрофлоксацин нельзя. Токсичность, кровь, лимфатическая система и так далее. Функция печенки. Ага, что вам нужно? Вот я хочу вам сказать, что вам по-любому необходимо принимать мой препарат Лизоцим. И принимайте его с препаратом Artridix, Instamax и бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота 1 таблетка 3 раза в день. Instamax 2 таблетки 2 раза в день. И можно Эмбрио Плюс тоже 2 таблетки 2 раза в день. Почему? Ну и лизоцим 2 таблетки можно 2 раза в день. Для чего это необходимо делать? Таким образом можно будет помочь препарату метотрексат быть не настолько агрессивным и не настолько цитотоксичным. А еще это поможет вашему иммунитету в дальнейшем выработать для себя персональную программу, которая поможет организму самостоятельно справиться с данным заболеванием. Ну и не забудьте все-таки закапывание для носа. Вот таким образом. 12 лет, задержка в развитии. Очень переживаем, даем мнемонорм. Что бы еще посоветовали? Используйте окситоциновый спрей для носа.
Также используйте программу, которую я рекомендую проводить с детьми, у которых есть задержка развития. Дело в том, что условно, ну как бы не по-медицински, а условно можно так объяснить формирование у человека концентрации восприятия. То есть откинув идеи химических реакций, которые возникают в мозге, там грубо можно все свести к трем принципам. Этот принцип, он называется принципом начала мнемоники или началом развития ребенка. Каким образом это происходит? Грубо, ребенок рождается не очень реагирующий на внешние процессы. То есть он рождается с минимальным количеством рефлексов, естественные еще, не приобретенные рефлексы у него. В эти рефлексы входит определение тепла и холода, света и темноты. У него естественные рефлексы – это там, сосательный, глотательный. Со временем данные рефлексы, они подтверждаются. То есть вот большое теплое тире – это большое теплое, которое гладит, это хорошо. И уже, видите, три рефлекса объединяются в какой-то вывод. То есть три рефлекса, они объединяются и формируют вывод. А потом перенакопление данных рефлексов, грубо это все происходит по принципу дендритов и аксонов, которые формируют проводящие или отталкивающие электрические токи в синапс. Большое количество синапсов, объединяясь и создавая синаптическую связь, грубо у ребенка происходит вывод, и он как-то для себя его называет. Тоже как бы рефлекторно. И в дальнейшем происходит формирование названия, то есть на вот это все, на синапс этот или на большое количество объединенных синапсов цепляется ярлык, который дает вот этому комплексу рефлексов и ответов на рефлекс или выводов, дает название, это называется словом. То есть это ярлык, который называет объясняет целую систему навыков, обучающих навыков. Что происходит у ребенка? По каким-то причинам у ребенка, у которого происходит нарушение концентрации, происходит нарушение деятельности мозга, происходит нарушение формирования как раз синаптических, правильных синаптических связей. И это связано с какими-то процессами недостаточного движения тока в дендритах или аксонах. То есть это либо нежелание реакции отталкивания, нежелание делания выводов или нежелание концентрироваться на получающейся информации. То есть, грубо, быстрая оперативная память заполняется, и для того, чтобы уже созданную эту память перенести в большие полушария мозга, вот этот процесс переноса не формируется. Но что же нужно делать? Можно ли каким-либо образом помочь? Да, объяснение это звучит так. В свое время начали обращать внимание на детей, которые создали две группы детей. Одни дети начинали кататься на лошадях, заниматься рядом с лошадьми, а также там была дельфинотерапия, когда ребенка брали, и ребенок находился рядом с дельфинами или животными разными и так далее. И соблюдалась, вернее, наблюдалась такая позитивная, прямо очень хорошо выделяющаяся динамика. Причем, если это проводилось часто, ну и объяснение тому, почему же это происходит и почему происходит улучшение психологического состояния ребенка, а также его мнемоническое улучшение, то есть ребенок начинал коммуницировать, у него находились процессы, вот, улучшались процессы коммуникации с внешним миром, то как-то не могли объяснить это с позиции медицины или с позиции вот, формирования развития ребенка, а почему так происходит. По моему мнению, но опять-таки хочу сказать, что это гипотетическое мнение, по моему мнению, это происходило за счет перевозбуждения вот этих как раз процессов.
То есть перевозбуждение процессов различных возбуждающих и угнетающих. Допустим, вода соленая, тут же холод, тут же там дельфин. Дельфин теплый, он кричит, звук не тот. Видите, очень много разных элементов возбуждения, и они все перевозбуждали и все какие-то подавляли, то есть это не страшно, какие-то наоборот заставляли коммуницировать. То есть это формировало вновь и вновь процессы обучения, возбуждая вот этот, возбуждая между собой, объединяя как-то это все в синаптическую цепочку. Что- Загрузил вас. Что нужно делать, по моему мнению? Необходимо, необходимы вот такие процессы, которые я назвал тренажером, и даже саму систему эту ее описал и назвал аутизм-фри. Что это за система? Ну, выглядит это следующим образом. По идее, ребенку на протяжении дня, который немного отстает в мышлении или в развитии, вот по моему мнению, не хватает вот этих микроциклов перевозбуждения, которые заключаются в том, что необходимо делать тренажеры. Какие тренажеры? Это тренажеры, допустим, которые могут выглядеть так. 5 разных тарелочек, в которых будет лежать там сладкое, кислое, острое, разные специи. При этом, когда ребенок кушает, ему необходимо показывать одну картинку, вторую картинку. При этом он должен руками трогать. Там, если сладкое, то там прикоснуться к холодному. Если там горькое ест, то дать ему что-то теплое. Потом ест соленое, что-то горячее, разные вкусы. И вот таким образом изменять на протяжении, там, допустим, коробка, в которой будут лежать там колючие какие-нибудь предметы, мягкие предметы, там ветер холодный, ветер теплый, то есть производить вот такие механистические, осознанные, системные влияния, которые будут приводить ребенка и его сознание к осознанному, нами сознательно созданному перевозбуждению центральной нервной системы с задачей воздействия на объединение и формирование новейших синаптических связей. Вот. Вот, ну, приблизительно так. То есть это большая работа. Одним словом, а, так можно начать работать с ребенком. Какие будут результаты? В скором времени вы заметите яркие, ярко выраженные, очень четко заметные результаты. Какие необходимо системы поддержки ребенка? Ну, первое, по моему мнению, в этих всех задачах может быть один из процессов, который может тормозить, по моему мнению, это процесс высокого аммиака в крови. И вот я уже когда-то говорил, что вот такой высокий аммиак в крови, он может быть, ну, тормозить процессы и приводить в дальнейшем дальше нарушение выделения прекурсоров допамина. То есть это может быть недостаточно сбоя работы циркадной или там переизбыток адреналина в крови, токсическое отравление или, ну, в общем, может быть очень много разных причин, сейчас даже об этом говорить не стоит. Ну и я считаю, что очень часто, есть даже аммиачная теория аутизма. Я считаю, что необходимо такому ребенку дополнительное, необходимо давать дополнительно препараты с высоким содержанием L-орнитина, потому что L-орнитин является аминокислой, связующей аммиак и выводящий его из организма ребенка. Поэтому, по моему мнению, ребенку, который болеет аутизмом, помимо активной работы с таким ребенком, необходимо давать препарат L-орнитин. В моей компании он называется Гепакс. В какой дозировке? В небольшой можно. То есть можно сделать так. 1 чайная ложка на литр воды даже. Эту воду давать на протяжении дня, чтобы ее пил. Также эту воду можно смешивать с чаем, компотом, ну, какими-то такими продуктами питания. Также на ночь такому ребенку хорошо давать прекурсоры допамина. Это мелатонин и L-триптофан. Тоже в небольшом количестве можно по одной таблетке.
Где приобрести? Л-триптофан и мелатонин свободно продаются в аптеках, в спортивном питании. Очень рекомендую. Ответил, да. У внучки все личико в гнойных прыщиках. Ему 16 лет. Комплексует, чем можно помочь. Если это мальчик, принимать обязательно препарат Трибулус в нашей компании и фитоанаб, Трибулус и мускус. Одна чайная ложка мускуса на 1 стакан воды, фитоанаб 1 таблетка 2 раза в день и Трибулус 1 таблетка 2 раза в день. Также у Сони, моей жены, заказать мазь такую, она мазью пользуется, и мы ее продаем для самых близких нам людей, мы ее сами изготавливаем, но она гарантированно на 100% за первые 3 дня использования устраняет фурункулы у детей. Мы это использовали со старшим сыном и со своим вот средним сыном Славиком. И ни одного фурункула, причем все наши знакомые, которые пользовались данной мазью, в восхищении, хлопая в ладоши, говорят, что это потрясающее вещество. При этом там не используются гормональные препараты и так далее. Данную мазь можно заказать, просто написав моей жене Софии, пусть она там вам отправит. Она отправляет это в виде лосьона и мази. Просто потрясающее вещество. Детям, которые болеют заболеваниями фурункулеза, очень рекомендую дополнительно принимать или изменять рацион питания, дополнительно принимать отруби и дополнительно принимать вещество, называется пивные дрожжи. Также из моих препаратов рекомендую гемортан, балодерма. Гемортан 2 таблетки 2 раза в день, балодерма 1 таблетка 1 раз, можно 2 раза в день. Ну и обязательно трибулус, вот обязательно. Скажите, моя кожа синего цвета. Кто не знает меня, пугаются. Можно ли изменить цвет тела? Спасибо большое за помощь. Если кожа синего цвета, это говорит об развитии ишемического заболевания сердца. И первое, на что стоит обратить внимание, сдать анализы, дабы исключить определенные заболевания. Первое – это васкулит, ревматизм сосудов, потому что часто синяя кожа является вот проявлением ревматизма. Дальше произвести исследование на анемию, и может быть у вас анемия, тоже иметь может 4 формы. И это может быть и развитие ишемического заболевания сердца, также это может быть легочной недостаточностью. Одним словом, не кожу нужно лечить, а все же обратить внимание и проверить свое здоровье, провести комплексное исследование, обратиться в терапию, пусть назначит вам исследование врач, и после чего выявить все же, чем же вы болеете. Обратиться к кардиологу, дальше обратиться к... Он же назначит, наверное, исследование сосудов, ну, а в дальнейшем, если там С-реактивный белок, антистрептолизин, ревмофактор повышенный, то назначит терапию, это уже другой врач. Одним словом, считаю, что нужно не пугаться, а все же обратить на это внимание. У меня ревматоидный артрит 4 года, и все это время принимал АТФ. УЗИ показало начинающие симптомы жировой инфильтрации, паренхимии печени. Это не АТФ в большом количестве. Нет, нет. Обычно жировой гепатоз начинается в тот момент, когда есть заболевание сахарный диабет 2 типа, а также всегда нужно помнить, что жировой гепатоз является следствием высокого количества липидов. То есть это говорит о том, что есть обширный развивающийся атеросклероз и появляется атерогенный холестерин, появляются высокие пропорции, наверное, липопротеидов низкой, очень низкой плотности, холестерина и так далее. Вот из-за этого обычно и появляются проблемы печени. Также это тоже своего рода печеночная недостаточность. Чем необходимо лечить печень? Печень необходимо лечить препаратами тантал, препаратами бетулин и тантал совместно, гепофит. Аналогично у меня после
длительного лечения онкологического заболевания. Аналогичная была проблема. Мне даже ставили там, ставили лекарственный гепатит, и была такая же проблема. И что вам сказать? Применение битулина и применение препарата гепафит на протяжении где-то месяцев 3 привело печень в норму, и тьфу-тьфу-тьфу, сейчас все очень хорошо. Живот уменьшился там. Очень болит кишечник, обострение, хронический колит, стул жидкий со слизью, в желудке атрофический гастрит. Помогите, пожалуйста, если можно. Препараты гастронорм, дальше бетаин, дальше лизоцим, дальше здоровый желудок и чай железняк. Все принимать по одной таблетке 3 раза в день. Чай железняк пить заваривать и пить 1, 2 или даже 3 стакана на протяжении дня. Также можно еще псилиум принимать. Светлана, город Чернигов. Андрей Андреевич, подскажите, можно ли лечить отслоение сетчатки глаза и каковы причины данного заболевания? Отслоение сетчатки глаза называется макулодистрофия, которая возникает, как правило, из-за разных заболеваний. Ну, как правило, это атеросклероз, либо же это гипертоническое заболевание сердца, на которое никто не обращает внимания, либо это даже неврологические заболевания, типа, или даже инфекционные могут быть, то есть это мог быть блефорит, и после чего воспалительный процесс приводил к тому, что там появлялся фиброз медленно клетчатки, никто не обращал внимания, под фиброзом появился микронекроз и так далее. И это все, если отслоилась сетчатка и есть уже там развитие этого, и есть уже мертвые зоны, которые показывает исследование офтальмологическое, то не нужно бороться народными средствами. Я считаю, что самое правильное это все-таки вовремя обратиться к офтальмологу и использовать капли, там, не знаю, которые назначит врач, а также сделать коррекцию, ну, путем, может быть, там, приваривания вот этой отслоенной сетчатки. Сейчас это все делается очень быстро, очень недорого, практически в каждом городе Украины это есть, включая Чернигов. И не стоит этого бояться. Стоит бояться того, что может быть дальше. А вот бояться того, что сейчас происходит, не стоит, потому что лечить кариес гораздо легче, чем лечить потом разрушенный зуб. У вас сейчас начало кариес, его лучше вылечить офтальмологически. Это самый простой способ. Для того, чтобы заболевание само не развивалось, необходимо обращать внимание на атеросклероз и проводить периодически терапию атеросклероза. В моей компании такую терапию можно проводить, используя препарат, который называется ЕМА, 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. А также принимать можно препараты с высоким содержанием калия, потому что калий снижает давление в сосудах, особенно глаз. Забыл сказать, смотрите, селен селен, как показывают исследования, вот такие мировые, селен предохраняет и способствует удержанию от разрушения сетчатки и способствует вообще недостаточность селена очень часто может приводить к тому, что появляется отслоение сетчатки. Используйте дополнительно селен в виде пищевой добавки. Купите цинк, купите селен и принимайте цинк, селен или отдельно каждый из этих препаратов. Местно ничего делать не нужно. Светлана Гривцова. Андрей Андреевич, попала на ваш вебинар из-за отключения света. Не всегда могу попасть в прямой эфир. Спасибо большое за ваш труд, за все, что делаете. Спасибо. Как долго надо пить Симар и Энескарт? Если у вас аритмия и есть сбой ритма сердца, принимайте Симар и Энескарт на протяжении 1 месяца.
должны быть сразу же результаты. Смотрите, если у вас не появятся результаты, начните делать массаж грудной клетки, вызовите массажиста и пусть делает вам массаж позвоночника, особенно в области, в районе грудной клетки, грудных позвонков. Здравствуйте, Андрей. Андрей, ведь сплю более 10 часов в сутки. Встаю в 11 дня, в 18 уже устала. Мне 42, вес 72. Телосложение крепкое, спортом занимаюсь. Щитовидка и печень восстановила. Что со мной? Это называется депрессия. Вы находитесь в состоянии депрессии. А то, что вам все время хочется спать, это один из симптомов тревожности во время депрессии. Какими препаратами это лечится? Вообще нужен психиатр. Там знают, что данные симптомы, когда человек все время хочет спать, ложится рано, встает тоже поздно, все время хочется спать, нет сил, это одно из состояний тревожности. Лечится несложными препаратами от тревожности. Там может быть флуоксетин и там, допустим, миоцерин. То есть, ну что назначит врач? Пусть врач определяет. Дело в том, что это несложно, и можно ли вам чем-то помочь? Ну, по идее, такие народные способы — это увеличение приема кальция, то есть это цитрокальцимин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, и прием мелатонина по 4-6 таблеток на ночь, и прием еще L-триптофан по 2 таблетки 3 раза в день. Ну, и еще что-нибудь от тревожности. То есть это может быть там, медицинский адаптол по 2 таблетки 2 раза в день, желательно перед сном. И можно наш препарат успокаивающий такой, Паставит, тоже по 2 таблетки, можно 3 раза в день принимать. Валентина Гайдидей. Скажите, небезопасно моему сыну находиться там, где он сейчас в связи с военным действием? Опасно. С детства жила в воображаемом мире, отказываясь от общения. Этой весной отказалась от него, и все, что было там, теперь происходит по-настоящему. Как такое можно объяснить? Этому есть объяснение, называется данное объяснение психическим заболеванием. Я его не хочу вам произносить вслух, не хотелось бы вас обижать. Ольга Васильева, очень белая, бледная кожа вокруг глаз. Чем это вызвано? Белая кожа вокруг глаз обычно вызвана заболеванием развивающимся, которое может быть витилиго. Вот это витилиго, оно может вот так развиваться. Для того, чтобы кожа вокруг глаз была не белая, необходимо, а, кстати, принимать бетаин. Принимайте бетаин, повышайте кислотность. Далее есть растение, называется ряска. Вот его заваривать, 1 чайная ложка на стакан воды. Вообще есть семинар отдельный, я его записывал, называется «Традиционные и нетрадиционные методы лечения витилиго». Вот очень рекомендую. Здравствуйте, Андрей Андреевич, постоянно портятся зубы. Почему так? Открывается помпа, и кислота по пищеводу проникает в ротовую полость. Это всегда происходит у человека, который болеет заболеванием ГЭРБ, гастроэнтерологическая рефлюксная болезнь. Всегда у людей, у которых есть склонность к заболеванию ГЭРБ, происходит в дальнейшем появление плохих зубов. У ваших детей плохие зубы, помните, им не хватает бетаина, не хватает кислоты. Чем можно улучшить это все? Квашеная капуста. Ешьте каждый день квашеную капусту. Прямо вот ежедневно, утром, в обед и вечером в рационе, чтобы была желательно хорошего качества квашеная капуста. Ешьте ее с подсолнечным маслом, запахом или с оливковым маслом. Ничего не бойтесь. Ешьте меньше сладкого, уберите алкоголь. Старайтесь как можно меньше нервничать, попринимайте препараты магний B6. Принимайте бетаин, принимайте лизоцим, здоровый желудок. Вот такие препараты. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я в пятницу в 18:00 будет вебинар в прямом эфире. Я вам задал вопрос, а я не хотел отвечать. Он был связан с эзотерикой.
О дикой боли в левой пятке и правом колене. Что попить мне? Подскажите, пожалуйста. Вот эта дикая боль в левой пятке и в правом колене, это, скорее всего, у вас может быть связано с артериосклерозом, полинейропатией. Это может быть у вас шип. Чем лечить? Попробуйте натирать уксусом раз. Прямо возьмите столовый или яблочный, натирайте вот везде, где болит. Купите коллаген и глюкозамин, хондроитин в аптеке. Хондроитин, глюкозамин 2 таблетки 3 раза в день. Коллаген там тоже 2 таблетки 3 раза в день. Можно еще гиалуроновая кислота, тоже 1 таблетка 2 раза в день. На мест... Также хорошо было бы провести доплероисследование сосудов и обратить внимание, так как одновременно, когда и там болит, то это не сильно хорошо. Это может быть связано с нервной тканью, и это может быть симптомом тяжелого развивающегося заболевания полинейропатии. И данное заболевание его может определить и невролог, и сосудистый врач. Это может быть еще и флебологическое заболевание. Вот так вот, Андрей Андреевич, помогите, что делать? Ну, наверное, не смогу, не знаю. Если бы увидеть вашу ногу, мог бы сказать. Поэтому сначала диагноз, а потом помощь. Как раз стоит со вчерашнего дня квашеная капуста, как раз приготовил. Да что ж такое. А у меня завтра день рождения. И пойду я уже готовиться к своему дню рождения. Итак, сегодняшняя наша лекция, я хотел все-таки, чтобы она была посвящена гастроэнтерологической рефлюксной болезни, но так не получилось. Тем не менее, сегодня я рассказал о том, почему питье соды и лимонного сока и прием соли это одинаковая просто, но одна и та же реакция. Поэтому, когда говорят, да пейте соду, да пейте, да не, лучше пейте кислоту, да лучше соль, там, засаливайтесь, как Болотов говорит. Да это все одно и то же на самом деле. Это все одно и то же цель, и функция организма одна и та же. Выделиться в итоге произведет стимуляцию желудочно-кишечного тракта и выделится большое увеличенное количество соляной кислоты. В большинстве своем, ну практически всегда, вся проблема желудка заключается не в уменьшении соляной кислоты, вернее не в увеличении, а в уменьшении. Поэтому боремся, увеличивая соляную кислоту. А так и солью она увеличивается, и содой она увеличивается. Все это действует на увеличение соляной кислоты. Нет соляной кислоты, появляются бактерии, появляются глисты, и это все от того, что низкая кислотность. Были, вот как определить у вас повышенная или пониженная? Если глисты в детстве были, значит кислотность понижена. Спасибо огромное, здоровья вам. Вы с Софией, вашими детками, низкий вам поклон. Счастья, здоровья, удачи, радости. Я очень хочу, чтобы в нашей стране закончилась война. Сегодня попали бомбой по месту, где рядом с этим местом жили мои родные. И попали в четырехэтажку. Разрушили четырехэтажку, убили несколько там людей, среди них очень пожилые люди. И здесь такой вопрос, за что это? Что мы такого сделали российской власти, что нужно бомбить наши мирные дома? Что мы такого сделали, что нас надо сейчас отключать от света? То, что мы не хотим стать частью России, ну не хотим, но разве в России мало места для того, чтобы там были люди, которые хотят хорошо жить? Пусть они хотят хорошо жить у себя. Пусть уже это закончится, пусть уже эти одержимые наконец-то закончат этот ужас. Хватит издеваться над мирными людьми нашей страны. По поводу БАДов, которые я выпускаю, я хочу вам сказать. Помимо БАДов я еще много чего выпускаю. Я выпускаю препарат лизоцим,
продаю его в разные предприятия, которые занимаются изготовлением колбасы, там, мясных изделий, потому что это является естественным органическим консервантом, и его используют как консервант для изготовления. Причем не используют там диэтилфталат какой-нибудь, а используют лизоцим. Это для людей лучше, это не портит вкус продукции, и это более органически безопасно для людей. Людям и так хватает гадостей в жизни, там нитраты калия, там какие-нибудь там. Я выпускаю еще консерванты для молока разные, продаю их. Дальше мое предприятие выпускает аэросил, мы выпускаем карбонат кальция, его, это все там слеживатели, чтобы производим вещества, которые делают там от слеживания. Одним словом, занимаемся активно деятельностью на территории нашей страны. Почему я решил для себя выпускать дополнительно еще биологически активные добавки? Дело в том, что биологически активные добавки, которые мы можем выпускать на территории Украины самостоятельно, они более понятны нам и они более безопасные. Почему? Очень часто, когда мы покупаем что-то из другой страны, мы не знаем, что там находится. И провести исследование и там, определить, что там находится, тоже иногда невозможно это сделать. Иногда это совсем не то, что пишут, а иногда это может быть даже опасным. Второе, дорого. Третье, неправильные концентрации. Обычно для того, чтобы перевести, да сделать это дешевле, очень маленькая концентрация это все делают, и оно в итоге становится гомеопатическим. И так многие такие препараты, как, допустим, битулин, битулиновая кислота, пишут, на самом деле это просто экстракт, высушенный экстракт березовой коры, но это точно не битулин, а там о битулиновой кислоте даже говорить нечего. Очень часто китайцы объясняют это неправильным переводом, присылают, пишут битулиновая кислота, битулиник оксид, а потом ты заказываешь, приезжает к тебе обычная высушенная кора белой березы. И после этого спрашиваешь, но это же не битулиник оксид. Они говорят, нет, вот наш иероглиф, мы вот это вам продали, все правильно. А то, что вы хотите, это другой какой-то иероглиф, но какой мы не знаем. То есть вот где-то так это выходит. Поэтому захотелось все-таки сделать что-то для нашей страны такое, чтобы соответствовало тому, что есть на этикетке. Именно поэтому я призываю, как украинец, находящийся в Украине, производящий для украинцев украинское, покупайте украинское, произведенное в Украине, в украинском предприятии, где работают украинцы, у которых есть семьи. Давайте будем поддерживать украинских производителей. Пусть эта страна процветает. Именно поэтому я и провожу семинары, стараюсь это делать в Украине, стараюсь сделать так, чтобы дать людям и рабочие места, и возможности, ну и посоветовать им, как оставаться здоровым. Ведь если бы идеально работала медицина и не было бы вот таких белых пятен в этой медицине, то и не нужны были бы ни дополнительные добавки к пище, ни дополнительные какие-то курсы и так далее. Ну, из-за того, что много белых пятен, не всегда справляется медицина, не всегда мы можем вот так полечиться и потом хорошо себя чувствовать. Нам иногда необходимы вот такие вот системные препараты, которые могут поддержать целую систему. Допустим, там препараты, которые могут почистить кровь, или препараты, которые могут иметь антиоксидантное действие, или препараты для улучшения самочувствия или настроения, или просто для сил, или стимулирующие гормоны. Не гормоны, а те, которые могут простимулировать гормоны. Не антибиотики, а пробиотики, которые могут точно так же воздействовать, но при этом они не являются в официальной медицине чем-то особенным. И последние мои такие выводы. Я в свое время ездил в Японию, в Окинаву и обратил внимание, что жизнь и уровень жизни в этой стране очень тяжелый. Едят сырую еду, при этом живут в холоде, все время там холодно. Вот я находился в Окинаве, там было все время холодно, у них очень дорого это электричество, отопление, вообще везде холодно.
При этом местное население спит на полу, окна из бумаги. И ну, для меня это было шоком, потому что я привык к другому образу жизни. И когда туда приехал, мне было все время холодно, голодно и там непонятно. При этом местное население очень много работает, в отличие от нас. Мы можем вставать там поздно, ложиться поздно и так далее, не пойти на работу и так далее. Они там работают 24 часа в сутки на 24 года. И отпуск многие японцы имеют один раз в 10 лет. При этом этот отпуск может быть там 7-8 дней. И многие из них работают годами так, без всяких отпусков, там, выживая и там, максимально отдавая всю свою жизнь и желание на то, чтобы выжить в той стране. Ну и они все здоровые. Ну не все, но много людей здоровых. И даже по статистике Япония находится на одном из первых мест по а, уровню жизни, не уровню жизни, а уровню здоровья, то есть по периоду жизни, то есть в Японии средний возраст людей, которые умирают от старости, старше 80 лет. В наших странах постсоветских это едва достигает там 65. Ну и хотелось бы сказать, что долго я не мог понять, почему это происходит, но понял потом. В Японии огромная, широко представленная культура приема биологически активных добавок. Они принимают биологически активные добавки, и это у них есть в рационе, они используют это постоянно. Нет ни одного японца, который бы не принимал ламинарию, псилиумы, который бы дополнительно не принимал там бетаины, бетулины, биотины, витамины и так далее. Это у них происходит с завидным постоянством. Почему? Потому что болеть у них дорого, стоматология у них дорого, посещение врача это дорого, антибиотики мега дорого, получение рецепта для того, чтобы купить антибиотик, стоит там на наши деньги 50-70 долларов. Потом идешь, если в этот день не купил, то он может просрочиться, еще раз идешь к врачу. И, в общем, все очень дорого. Зубы иметь плохие дорого, лечить зубы очень дорого, там все дорого. И человек перед тем, как болеть, он 1000 раз подумает, он хочет болеть или нет. И для них вот желательно профилактировать и не болеть. Они всю жизнь принимают витамины, кальций биоактивный, они принимают разные морепродукты, стараются вот максимально обращать внимание на свое здоровье. Не зря есть китайская пословица, которая говорит, китаец за 10 лет до возникновения заболевания начинает ее лечить. А мы 10 лет терпим это заболевание, и спустя 10 лет стараемся, находясь одной ногой понятно где, начинаем думать о том, что, о, пора пойти к врачу. Так вот, мое мнение такое, что в наших руках и в наших силах обращать внимание и обучать и родственников своих, и своих близких, что здоровье – это то, на что стоит обращать внимание заведомо или загодя. Это заключается и в приеме препаратов, приеме витаминных комплексов, минеральных комплексов, таких мягких седативных успокаивающих веществ, таких как там паставит, сирантал, которые на травах, для поддержания печени, для поддержания почек, для поддержания сердца, нервной системы, позвоночника, опорно-двигательной системы, там разные коллагены там, и так далее, сосудов, там, гвардины и так далее. То есть вот все, что может нас поддержать, выбирать для себя в возрасте своем то, что может нас поддержать, и то, что даст нам возможность еще и пожить, и почувствовать эту жизнь, и помочь еще своим детям, и своим родным, и поддержать и наших взрослых, любимых людей. Это наши мамы, папы, дедушки, бабушки и так далее. Ну и это мы благополучно делаем. Еще раз до свидания. У нас в Узбекистане такой сплетни, будто БАДы отравленные мешают украинцы, люди стали бояться и не вериться. Ну и такое бывает. Ну что ж, Узбекистан слухами полнится. Вот я делать мне нечего, буду БАДы еще мешать, отравлять. Зачем мне это? Зачем? Какая задача? Отравить узбекский народ. А,
Фантас. А Дуйко — это не люди виноваты, это делают кто-то высоко сидит, им нужны деньги. Это не Россия виновата, это виновата российская власть во главе с Путиным, который мог бы эту войну не делать. Виноват тот, кто главный. Вот главный сказал: бомбите 24-го, начали бомбить. Кто виноват? Тот, кто сказал. Поэтому не Россия не виновата, не смешите мою попу. Тот, кто сказал давайте бомбить, тот виноват. Гитлер сказал в свое время бомбите, Гитлер виноват. Путин сказал бомбите, Путин виноват. Мне все равно. Все остальное все равно. Поэтому я противник власти Российской Федерации. Я считаю Российскую Федерацию, саму власть, я считаю властью, которая развязала войну, ведет войну. Сегодня вот мы что заслуживаем сегодня сидеть без света? Мы что сейчас должны, вот эти дома, в которые они попадают, как эти люди должны жить теперь? Люди в чем? Хочешь воевать, воюй с солдатами, воюй с воинами. Что ты воюешь с бабками? Что мы должны воевать? Вот что это за война, где в дома обычных людей обстреливают? По Киеву сейчас едешь и возле вокзала полдома, такого 20-этажного, угол разрушен. Что там было? Там ничего нет в этом доме. Там Спорт Лайф был раньше и офисы. Зачем туда стрелять? Что с этой властью? Что у них там с головами? Что им мало было воровать, уроды? И все, кто поддерживает эту власть, тоже уроды и фашисты. Ну что, я желаю всем успеха. Не будем говорить о плохом. Пусть война закончится. Закончится она весной. То есть последние дни февраля закончат эту войну. Она закончится победой Украины, и Россия проиграет. Поэтому нравится это вам, не нравится, как сказал президент России, спи, моя красавица. До свидания, до побачення, всем здоровья.